Всем привет! Сегодняшний видеообзор тоже снят по многочисленным просьбам. Было очень много вопросов от вас, где купить такие заготовки из акрила и пластика, и буду ли я покупать такие заготовки. На последний вопрос я отвечу в конце видео, а вот на вопрос, где их купить, я нашла немного информации, но это оказалось не так-то легко. На AliExpress я не нашла таких игрушек, но там есть немного другие фигурки. Ссылку я оставлю в описании под видео. Такие фигурки я нашла в магазинах, которые находятся в Москве. Там их представлен просто шикарный выбор. Ракушки, павлины, балерины, платья, сумки, олени на любой вкус. Ссылку я оставлю в описании под видео. Игрушки, которые вы видите на видео, я их покупала у себя в стране в обычных магазинах. А вот такие бокалы продавались парой, отдала я за них где-то $2,5. Мне понравилась необычная форма, и на елке они смотрелись очень интересно. А вот эти бабочки тоже продавались парой, за них я отдала где-то $2. Довольно большие по объему, и на елке они смотрелись тоже очень красиво. А вот эти игрушки, коньки и кареты я покупала специально для вас, чтобы снять этот видеообзор. Мне повезло, я их нашла. Нашла самое интересное в строительном магазине. Покупала после Нового года, там была распродажа. За один конек вышло $1,5, а за одну карету $2. И у всех этих игрушек вот такой потрепанный вид. Это, конечно, плюс, так как глиттер все равно придется снимать. С коньками я еще не решила, что буду делать, а точнее переделывать, потому что это уже получается переделка елочной игрушки. А вот с каретой я уже определилась. Несколько человек меня просили поделиться видеоуроком елочного шара в бархате на карете. Идея очень проста, самое главное, что я нашла карету. И у меня к вам предложение провести этот видеоурок на прямой трансляции. Заодно пообщаться, познакомиться с кем еще не знакомы. Также вы можете подготовить вопросы, которые вас интересуют, и я с удовольствием на них поотвечаю. Поэтому во вкладке «Сообщество» я проставлю варианты дат, когда провести прямую трансляцию. Очень надеюсь на вашу обратную связь и поддержку. И вот какая мне идея пришла. Благодаря тому, что карета разборная, я убрала с нее верх, точнее саму тыковку. Затем уберу весь глиттер, загрунтую и покрашу. А на место, где была тыковка, я поставлю елочный шар в бархате. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам такая идея декора и будет ли вам это интересно посмотреть на прямой трансляции. Спасибо всем большое за обратную связь, и далее видео я отвечу на вопрос, почему я, скорее всего, такие заготовки покупать не буду. Помимо коньков и карет, я купила еще на распродаже Эльфелеву башню. Эта игрушка тоже разъемная, как и карета, достаточно объемная. Я счистила с нее глиттер и прогрунтовала. Использовала вот такую грунтовку фирмы Sonnet, а далее я хочу ее окрасить в двух цветах, золото и бронза. Краски буду использовать акриловые фирмы Decola. Использовать два оттенка красок я буду для того, чтобы придать Эльфелевой башне некую старину. Далее в видео я с вами поделюсь готовым результатом после окрашивания и процессом декорирования. И вот так выглядит башня после окрашивания. Под низом находится краска бронзового цвета, а сверху кисточкой я легонько прошлась золотым цветом. Я нанесла немного клея на внутренние швы, чтобы уменьшить видимость разъема. Но, думаю, все равно придется немного подкрашивать краской внешние швы. И еще я решила закрепить стыковые ножки резинками. Так, мне кажется, клей быстрее возьмется. Далее я прокрашу краской верхние стыковые швы и буду приступать к декорированию. Декорировать Эльфелеву башню я решила цепью со стразами шириной 2 мм в золотом обрамлении. Также по поверхности Эльфелевой башни в хаотичном порядке я размещу стразы, которые буду клеить с помощью стилуса. Цепь со стразами я решила добавить только на один элемент башни. Далее для декора буду использовать стразы двух диаметров. Большего диаметра стразы размещу на нижней части башни, а поменьше диаметром размещу на верхней части башни. И далее в видео я поделюсь с вами готовым результатом и отвечу на вопрос, почему, скорее всего, я эти заготовки покупать не буду. Ответ прост.
В этих игрушках я не увидела ручную работу, а только переделку. Я поэтому и подготовила это видео, чтобы вы наглядно увидели весь процесс. Я купила готовую форму, просто ее перекрасила, хотя в принципе можно было и не перекрашивать, это уже мое желание. Затем добавила пару страз и стразовую цепь. Как-то все легко и просто. Здесь в принципе нечему учиться, и чтобы дальше можно было двигаться вперед. Когда я создаю игрушки в бархате, либо же закупаю заготовки из Украины, это другой процесс. Там я творю, создаю что-то новое. И в каждую свою игрушку я вкладываю частичку волшебства, как мне кажется. Это, конечно, мое мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Есть ли здесь ручная работа или же это просто переделка. И на сегодня это все. Если у вас будут еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!